Добрый день, Курская улица. Да. Угу. Пустите. Давно в такси работаете? С 17-го года. 5 Ну и лет. как сейчас таксист? Хорошо зарабатывает? К чему вопросы? Я просто занимаюсь подбором персонала и вот хочу, да, промониторить. Вот интересно. Подбором персонала. Так, ну, значит, что я могу сказать? Как и в любой профессии, если ты имеешь талант к этой профессии или научился в ней работать так, чтобы работать поменьше, а зарабатывать побольше, то, в принципе, у тебя будет плюс-минус все неплохо. То же самое касается и работы в такси. Я, конечно, уже, скажем так, работаю не так много, как раньше, потому что знаю все-таки, когда нужно работать, как, какие заказы брать, какие не брать. И вот если оставить эту всю полемику, то на своем автомобиле, подчеркну, не арендном, там, не... Пускай он кредитный будет, но только свой. Вот на своем автомобиле можно спокойно зарабатывать в районе там 100 тысяч рублей. Итак, ребята, всем привет. Я много езжу по городу и часто замечаю вот такие наклейки на машинах. Видели? Я раньше не придавал этому значения, пока не узнал, что они означают. Эти такси мы сфотографировали в Москве. Обратите внимание, на всех есть какая-то наклейка. Если вы вызвали такси, и у вашего водителя на багажнике есть такой отличительный знак, значит, он состоит в неком сообществе. Оно контролирует его каждую секунду и знает обо всех его перемещениях. А Яндекс.Такси даже не подозревает об этом. Зато нам удалось туда внедриться и разведать изнутри, как работают эти кланы кыргызских таксистов. Если вы еще не перешли по ссылке в описании, я вам еще раз скажу, переходите, посмотрите этот фильм и не пожалеете. Об этом вы больше нигде не узнаете. Как устроены эти кланы, кто их держит и зачем. Смотрите расследования и подписывайтесь на коллектив. Канал с самыми интересными документалками в Ютубе. Зарабатывать в районе там 100 тысяч рублей. Ну, вот у нас в городе. Ну да. Спокойно. То есть, ну вот, без там лютых напрягов. Вот так. А вы, значит, подбираете людей. Да, да. А есть ли шансы сейчас куда-то устроиться повыше на зарплату, скажем, вот этих 100 тысяч рублей? У меня, например. Образование у вас есть какое-то? Какое-то есть у меня образование. Какое-то, ключевое слово, какое-то образование. Вот это вот очень стыдно, потому что у нас в стране какое-то образование. Но у меня, не знаю, знаете, образования нет. Языков я не знаю. Программировать не умею. Вы знаете, из всех, я даже не знаю, что бы мне могло, чем бы я мог бы... Я вот думал о том, что если бы я сейчас писал собеседование, господи, если бы я сейчас писал резюме, что бы я там мог написать про себя, чтобы в выгодном свете себя преподнести. Я, честно говоря, не нашел... Даже не знаю... хотя, знаете, есть один момент такой... Я целуюсь хорошо. Поможет мне найти эту работу или нет? Да шучу, конечно. Не знаю, нет у меня навыков. Поможет. Да? Да, у меня есть такие клиенты. Так, поподробней. Бизнес-вумен, состоятельные девушки. Они на данный момент сейчас ищут помощников с расширенным... Девушки или женщины? Уточним тут момент. Женщины все-таки, да. Женщины, то есть... Да. 35 плюс, вот так скажу. 35 плюс это неплохо. Да, это скажем так, неплохо. Да. Скорее всего, там будут, наверное, ну, там... 47 плюс. Ну ладно, хорошо, не перебиваю вас, да, и что? Да, и они ищут себе как раз помощников с расширенным кругом обязанностей. Ганс, Грубер.
Установить мошоночные клеммы. С расширенным кругом. Ах, вот оно что! Да. Не буду уточнять, насколько расширенный, мы все здесь люди взрослые понимаем, а Да. прям так? Да, прям так. Ничего себе. Ваш навык пригодится. Скажите, пожалуйста, ну, раз мы разговариваем о работе, и второй после вопроса, кем надо работать, самый популярный вопрос, how much is the fish, то есть сколько денег предлагают на этих позициях? Мне просто интересно, вот я зарабатываю, да, как я уже сказал. Больше, чем вы зарабатываете. Насколько больше? Прилично. Я не могу продать этот свой навык задешево, вы поймите меня Поверьте, правильно. там будет больше, чем достаточно. Прям Да. насколько больше? Ну, раза Намного в 2, чем вы зарабатываете. Раза в 2? Минимум. Минимум? Ну, то есть будет зависеть все-таки от того, насколько я хорошо делаю то, о чем рассказал, да? Да, насколько будете удовлетворять потребности клиента моего. Вы меня... Как вас зовут? Валерия. Валерия, меня Евгений. Вы только что меня невероятно заинтриговали. Настолько, что я, честно говоря, думал, что... Вот насколько сейчас современный мир, да, я вот немножко отклонюсь, насколько он удивителен. Да. Казалось бы, абсолютно идиотские навыки, такие как умение целоваться, могут монетизироваться, вот я про что. То есть это можно монетизировать. Сейчас практически любой навык можно монетизировать. Главное найти колею, где он нужен. Да блин, ничего себе. Ну хорошо, а что делать, если я готов? А что делать, если я готов? Мы обменяемся номерами и назначим собеседование. А как это собеседование будет проходить? Ну, я вам, когда созвонимся, все расскажу подробно. Ага. Угу. Ну давайте телефон тогда ваш. Ага. 2167. Ага. Записал. Так, а мне вот больше вопрос интересует, а как мой главный навык, на котором я козырял, проверяться будет? Я так понимаю, вы будете меня тестировать? Нет, я думаю, вас будет тестировать мой клиент, как раз, который будет пользоваться этим навыком, который нужен. Ну, под вашим чутким Конечно. присмотром, я понял. Ага. А мне надо как-то специально подготовиться к этому? Просто мне вот даже интересно. Да, Рот размять, не знаю, язык почистить, как что посчитаете нужным. Как посчитаю нужным. Да. Вы только что обозначили мне новые цели. Да, только что вот. Я даже не знаю, мы подъехали уже. Значит, мне вам позвонить, да, вечером? Да, сегодня вечером буду ждать Да? звонка. Я после работы тогда позвоню вам. Хорошо. И мы тогда договоримся. Да? Да? Очень приятно было пообщаться с профессионалом. Спасибо вам большое. У вас там по карте, да? Да, по карте. Да, Ага. по карте. Счастливо. Всё, До свидания. У меня в голове только... Да нет, у меня дохуя вопросов в голове, но один из них такой. Типа, что... Кто же все-таки будет меня тестировать на мой супер навык? Она или не она? И второй вопрос, как же все-таки к нему подготовиться? Бля, мне интересно пройти это собеседование. Главное, чтобы... Да я даже не знаю, что главное. Чтобы на помидорах я показывал свой навык или все-таки на не помидорах? Так, спокойно. Будем надеяться, что все-таки я приду в какой-нибудь офис, где будут гореть свечи, и шикарная 35,5-летняя женщина в самом соку Ать-2, Вандерсе! скажет мне: а сейчас мы проверим ваши уникальные таланты. Набросится на меня
и предложит зарплату в 200 тысяч долларов. Хотя, блядь, сейчас доллары получать вообще не алё. Везде эти санкции, блокировки, лишние комиссии. Даже не знаю, что делать. Наверное, я все-таки останусь со своим навыком 1 на 1. Потому что если вдруг произойдет так, что бизнесвумен запоздает, и мне придется начинать на помидорах, да, я боюсь, что меня может не хватить. Или мой навык окажется не столь шикарным, как я о нем заявил. Друзья мои, а что вы скажете? Пошли бы вы с представителем отдела кадров на такой тест? За 200 штук-то таксисты, а? Пахнут все-таки деньги? Или не пахнут? Пишите, пишите. Очень интересно. Угу. Надо работать. А теперь очень важная информация. Сейчас вы увидите видос на своем экране. Нажимайте на него, кликайте вот сюда. Смотрите до конца. Это самое полезное видео на YouTube. Мой подгон для вас, особенно для тех, кому нужны бабки. Кликайте вот сюда, сюда. И скажите потом спасибо мне. Все для вас, мои дорогие. Нажимайте и зарабатывайте. И вам удачи!